Мы сейчас идем по нашей будущей голубичной плантации. Конечно, пока это сплошной лес и заросли, но здесь уже начинается новая история. К нам обратился наш подписчик из Израиля Михаил, предложил стать партнером и инвестировать в этот проект. Мы договорились, что Михаил оплачивает технику, инструмент, саженцы, пленку, которая необходима при посадке, капельный полив. В общем, весь старт работ. А мы со своей стороны берем на себя работу на земле. То есть это расчистка, подготовка под посадку, уход за растениями, потом дальнейший сбор, реализация, контроль. То есть он вкладывает деньги, мы вкладываем труд и управление. Прибыль договорились делить пополам, 50 на 50. Это будет наш первый сельский совместный проект. Вот очень интересно, что из этого получится. Уже совсем скоро вот этот заросший лес превратится в ухоженную голубичную плантацию. Будем надеяться, что все пойдет по плану. Барсик, ты поддерживаешь такое решение? Из леса сделать голубичную плантацию? Он говорит, да. Такой большой кот. Тебя уже не поднять. Такой большой кот. Красивый кот. Так, на этой неделе уже поеду покупать первую технику. Так, мы решили, что первое, что нам необходимо, это мотоблок, это прицеп, измельчитель веток и хорошую аккумуляторную пилу. Вот на этой неделе все куплю, буду собирать, уже, надеюсь, будем пробовать пользоваться. Почему такой инструмент? Мотоблок с прицепом, ну, это прежде всего, чтобы участок большой же у нас, да, 1,5 гектара, чтобы эти все, ну, можно было перевозить, этот орешник, когда выпиливать. Вот. Ну и вообще в будущем везде пригодится, какие-то там те же саженцы, удобрения к ним подвозить. Измельчитель веток нужен, это вот, которые мелкие останутся от сруба орешника, мелкие ветки мы будем измельчать и эту щепу уже использовать для подкисления почвы, для питания почвы, в которой будет в будущем расти голубика. Ну а аккумуляторная пила — это вообще, мне кажется, инструмент номер один, который необходим с такого рода, с таким большим участком. Это везде где-то дерево подпилить, где-то обрезать, где-то что-то. Причем вот эти вот все, которые мы до этого использовали, китайско-турецкие аналоги, конечно, ими работать тяжело. Ты больше там заправляешь эту цепь, или поправляешь ее, или вынимаешь. Вот. А тут как бы хорошая аккумуляторная пила всегда пригодится. Пахнут как. Так, вчера сделал покупки инструмента, оборудования по нашей будущей ферме. Сейчас будем разгружаться.
ручку достать. Это измельчитель. Да. Это измельчитель, наверное. Один из приятных моментов всегда это распаковка. В данном случае это у нас измельчитель бензиновый, как уже говорил. Сейчас посмотрим, как он выглядит, как его собрать. Надеюсь, там положили какую-то инструкцию. Вот такой вот прекрасный аппарат, довольно-таки тяжелый, увесистый. Так, это вот инструкция по эксплуатации, сборки, даже ключики вот тут все есть. Китайцы молодцы, я считаю. Упаковка прекрасная, все целенькое. Сейчас будем собирать. Вот такая вот мощная фреза установлена у него, достаточно широкая. Смотрим еще будет, насколько мелко он их рубить. Вот интересную такую штуку тоже сделали. Можно направлять вниз-вверх, когда стружка выходит. То есть она вот так вот достаточно хорошо вниз делается. Ну, в зависимости куда щепу складывать. Либо она у тебя просто будет разлетаться по земле, или можешь в тележку в какую-то определенную. То есть очень удобная штука, я считаю. Так, сборку завершил. Осталось подкачать колеса. Согласно инструкции, нормальное рабочее давление от 1,5 до 1,9 бара. Сейчас будем подкачивать они. Привез очередную посылочку. Это прицеп для нашего мотоблока. Сейчас будем разгружать и собирать. Опа! Такого зелененького цвета. О, красиво. Так, первый помощник пришел. Сейчас будем собирать кузов для мотоблока. Сейчас принесу головки, вороток. А сейчас разберемся. Соберем, я думаю. Тася, будешь помогать? Пошли. Большие два, наверное, сюда. А куда у нас большие два пойдут? А это надо вон там переключить. Бип-бип-бип. Бип-бип. Ой. Иди. Так, давай. Вот здесь подержи прицеп. Иди сюда. Вот так подержи, чтобы не упал. Вот так подержи. Колесо, молодец. Оп.
вот такой стул маленький. Тут будет, а то будет. Можно что-то возить. Так, прицеп, измельчитель собраны. Еще не заводил, но буду сразу все вместе, там, когда масло заливать, все буду проверять, заводить. Сейчас нужно еще собрать мотоблок. Такой самый разобранный агрегат, я бы сказал. Все по мелким запчастям. Ну, вот сейчас будем, наденем, наверное, колеса, поставим на ножку и будем все навешивать. Так, вчера почти дособирал мотоблок. Осталось поставить только свет. Вот этот шилдик, да, такой вот. Одно крепление я вот уже прикрутил. Тоже неоднозначно все крепится. Пришлось вот на соединении коробку с двигателем. Там этот болт откручивать, в нее в паз вставлять. И с этой стороны тоже вот здесь внутри два болта вот этих открутить и туда второе крепление вставить. Так, что осталось? Осталось все провода соединить, еще жидкости залить и все буду заводить, пробовать. В общем, продолжаем сборку. Так, а еще когда вывозил мотоблок, увидел, что мне два колеса дали, левых. Вот по рисунку протектора видно. Елочка должна быть по направлению движения, а здесь в обратное. Вы, наверное, скажете, можно же перевернуть его. Перевернуть можно, но тогда вот этот сосок будет внутри. Как минимум. Не знаю, поменять или перевернуть. Посмотрим. Наверное, съезжу, поменяю, чтобы было все по-нормальному. Ну, плюс вот эти вот болты будут наружу. Можно как бы все перекрутить. Единственное, да, вот соском будет внутренний сосок. Не знаю, наверное, просто поменяем местами, чтобы уже не ездить. Так, сейчас будем заливать масло в коробку. Немного аккумулятор мешает. Так, такую вот сделал гнутую приспособу, чтобы подлезть. Вот так вот. Так, масло вот такое, трансмиссионное. Это дали на складе, где мотоблок, где получал. Получается, и в редуктор, и в коробку. Все в одном месте заливается. На складе тоже сказали, 2 литра хватит. По щупу буду еще проверять, конечно. Так, теперь в двигатель заливаем здесь. Эту литрушку будем целую заливать, а потом уже мерить
и подливать при необходимости. Так, измельчитель я собрал. Все подключил. Масло залил, бензин залил. Все проверил. Сейчас будем первую заводочку делать. Так, вот тут у нас регулировка открытия топлива. В этом положении написано... Нет, вот сюда включать. Да, вот сюда надо включить топливо. Заслонку закрыть. В принципе, как везде. А тут электронный включатель в положение ON перевести. Тут, я так понимаю, это реле, наверное, датчик масла, чтобы у тебя было заполнено там, чтобы срабатывал. Это аварийная остановка. Все, она откручена у меня, все нормально. Все, сейчас будем заводить. Как часы? Отлично. Отлично. То есть на маленьких оборотах его надо глушить, я почитал. Заслонку убираем, топливо закрываем. Все, можно использовать. Так, а вот с этим мотоблоком промахался я 2 дня. Очень много электроники. К сожалению, магазин, где мы покупали, так и не смог помочь. Я им задавал вопрос, что к электрозажиганию не было даже схемы подключения. То есть, ну вот вы увидите. Да, чтобы это тут разобрать, как бы пришлось пол ютуба прошерстить. Нейтральная передача, смотрим, чтобы стояла. И заводим. С полточка. Да, на первой передаче прям достаточно быстро идет, да.
Прицеп сильно не загружаю, потому как мотоблок еще обкатку не прошел двигатель. Поэтому сейчас попользуюсь немного, поменяю масло в коробке, в двигателе, и тогда уже можно на полную катушку. Сейчас пока вот так вот, полтележечки. Так, ну вот, с кучами для дров покончено. Вот такая красота получилась. Вот там вот вдали мелкие ветки. Их как раз будем через измельчитель. И в тележку. И щепу, которая получится, планирую где-то складировать. Пока, наверное, где-то здесь кучку сделать. А потом в дальнейшем эта щепа пойдет в удобрение для голубики. Это отличное питание. Плюс подкисление почвы на долгосрок. То есть пока главное все это собрать. Вот такая гора дров получилась. Ну, пока еще не дров. Пока веток для дров. Нужно будет соорудить какие-то козлы специальные. Какую-то приспособу, чтобы это побыстрее все распиливать. Все, а мы пойдем измельчать щепу. Так вот, после первого использования, что получилось? Вот такая вот щепа. Мне кажется, вообще идеально. Идеально для мульчирования, удобрения, внесения. Класс. Мне очень нравится. Такая она достаточно мелкая. Единственное, наверное, вот несмотря на то, что вот я это чуть-чуть подкрутил, носик, чтобы она выстреливала, все равно как бы с сильным напором она давит, и вот через эти борта туда вот пересыпается часть. Наверное, надо что-то приспособить, какой-то щит повыше, чтобы большая часть опилок оставалась в прицепе. Вот, а на сегодня закончу, потому что сейчас ехать уже надо за Тимофеем в школу. Вот, и день уже короткий. Солнце заходит, сейчас уже вернусь, будет практически темно. Завтра, надеюсь, продолжим. Погода будет, дай бог, хорошая. Еще елку не расправила, дети уже вешают игрушки. Говорю, подождите, в них терпения не хватает. Эту елку мы покупали на 2-й этаж, поэтому она здесь прям впритык у нас. Вот. Покупали бы, знали бы, что у нас здесь будет гостиная. Вначале мы планировали ее на 2-м этаже, но планы поменялись. Поэтому будет здесь прям впритык у нас до потолка елка стоять. Ну, место позволяет. Вот, сейчас буду расправлять.
вешать всеми любимую гирлянду росу. Посмотрим, за сколько я смогу ее намотать. Ой, О, уже все повесили. Нам придется сейчас снимать это все. Мне же гирлянду вешать. Забыли?